Эмма Лоуренс всегда считалась женщиной несгибаемой силы. После аварии 6 лет назад, когда пьяный водитель врезался в их машину под Сан-Диего, она осталась в инвалидном кресле. Врачи сказали, надежды нет. Но Эмма не сдалась. Она начала жизнь заново. Долгие часы реабилитации, дыхательные практики, йога для людей с ограниченными возможностями. Со временем она стала преподавать сама, вдохновляя других, кто проходил через ту же боль. Ее муж, Джейсон, сначала был рядом. Помогал, заботился, возил на прогулки. Все говорили, какой он герой. Но со временем в его глазах сострадание сменилось усталостью. Он хотел свободы, яркости, нового начала. Эмма это чувствовала, но молчала. Верила, что кризис пройдет. Однажды, проезжая мимо кабинета в своем доме, она услышала разговор. «Да, любовь моя», — говорил Джейсон кому-то по телефону. «Еще немного. Скоро все изменится». Эмма застыла. Все стало ясно. Через несколько дней она поняла, он собирается уйти публично. В одном из крупных отелей Лос-Анджелеса проходил благотворительный вечер, посвященный помощи пострадавшим в ДТП. Эмма работала над проектом дистанционно, вложила в него душу. Джейсон был в списке почетных гостей. Она смотрела прямую трансляцию. Когда ему дали слово, он вышел к микрофону и произнес: «Я долго жил жалостью, но сейчас хочу быть честным. Я жду ребенка от женщины, которую люблю, и начинаю новую жизнь». Зал ахнул. Эмма в своей квартире смотрела, как человек, которого она любила, стирает их историю в прямом эфире. После этого она исчезла из поля зрения. Не отвечала на звонки, не писала в соцсетях. Все решили, что она сломалась. Но Эмма не пряталась, она тренировалась. Каждый день, час за часом, без жалоб. Училась снова стоять, потом делать шаг, потом идти. Ее цель не была местью. Она просто хотела вернуть себе жизнь. Параллельно она создавала свой фонд поддержки женщин с инвалидностью, тех, кто пережил предательство и отчаяние, но хочет жить достойно. Через 1,5 месяца после публичного позора в эфире популярного ток-шоу «Выбор сердца» Джейсон и его новая возлюбленная Лианна давали интервью. Он говорил о честности, о праве на счастье. Публика хлопала. И вдруг ведущая сказала: «У нас есть сюрприз. Сегодня с нами Эмма Лоуренс». В зале воцарилась тишина. Камеры повернулись к двери. Эмма вошла без коляски. Медленно, с легкой хромотой, но на своих ногах. В строгом черном костюме, с поднятой головой. Зал взорвался аплодисментами. Джейсон побледнел. «Ты ходишь?» – прошептал он. «Да», – спокойно ответила она. «Благодаря себе, не тебе». Эмма повернулась к залу. «Я благодарна судьбе. Предательство открыло мне глаза. Я создала фонд, чтобы помочь женщинам, которые потеряли не только здоровье, но и веру в себя. Потому что слабость – это не инвалидность. Настоящая слабость – это предательство». В студии стояли и аплодировали. А Джейсон сидел, глядя на нее, понимая, что именно в этот момент она победила.